Брахма-теджа, излучение брахмастры, Винирмуктай, спасенная от, Атмаджай, вместе со своими сыновьями, Саха, с Кришная, Драупади, Праяна, отправляясь, Абимукам, к Кришнам, Господу Кришне, Идам, это, Ага, сказала, Ритва, Кунти, Сати, целомудренная и преданная Господу. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрила Прабхупады. Целомудренная, преданная Господа Кунти, 5 ее сыновей и Драупади, спасенные от излучения Брахмастры, обратились к Господу Кришне, когда он собрался уезжать домой. Комментарий. Поскольку Кунти была чистой и преданной Господа Кришны, ее называют здесь Сати, целомудренной. Далее будут приведены ее молитвы, обращенные к Господу Кришне, в которых она раскроет свое сердце. Целомудренные и преданные Господа, даже попав в беду, не ждут помощи от каких-либо других живых существ или полубогов. Это и было отличительной чертой всех пандавов. Они не знали никого, кроме Кришны, поэтому, что бы с ними ни случалось, Господь всегда был готов прийти им на помощь. Такова трансцендентная природа Господа. Если преданный полагается на Него, он отзывается на доверие преданного. Поэтому нужно обращаться за помощью не к несовершенным живым существам или полубогам, а к Господу Кришне, который способен спасти своих преданных. Такой целомудренный преданный никогда не просит Господа о помощи, но Господь сам всегда рад оказать ему. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the Pandavas, they went through many difficulties. Итак, пандавы, они прошли через много трудностей. The Kurus were trying to kill them in so many ways. Куру пытались убить их такими различными способами. They especially didn't appreciate Bhima. И особенно им нравился Бима. And they tried to kill him in many ways. Они по-разному пытались убить его. They tried to, Duryodhana and family, they tried to poison him. Дурьодана и его семья, они пытались отравить его. And it's described that he was given some cake with some poison in it. И описывается, как он пытался принести им отравленный пирог. And from eating that cake, he didn't die, but he kind of passed out. И покушав этого пирога, он не умер, но ему стало нехорошо. And then while he was unconscious, they tied him up and they pushed him into the river. Into the river. There was a river. И когда они его связали, они бросили его в реку. But this was a pretty amazing instance. There was some underworld personalities who found Bhima. Произошел удивительный случай, что живые существа, которые жили под землей, они нашли Биму. And they took him down to
взяли его в этот подземный мир. He was down there for about 8 days. И около 8 дней он провел там. And they kind of liked him, actually. И ему понравился им. So they gave him some nectar that they said that will make him so strong, practically infallible. И они поднесли ему такой нектар, который должен был сделать его непобедимым, почти бессмертным. So there's a whole another civilization down there that people aren't aware of. И под землей существует целая цивилизация, которую люди даже не знают. So then he went back up the river and he went to his family. Of course, they hadn't seen him for 8 days, so they were pretty upset. И затем он вышел из реки, вернулся к своей семье, которая не видела его уже 8 дней. Все члены его семьи были очень расстроены этим. But they were very happy on seeing Bhima again. Но когда они вновь увидели его, они очень обрадовались. And then Kunti said, from now on we have to be very careful. И Кунти тогда сказала, что с сегодняшнего дня мы должны быть очень осторожны. And so then they tried to Duryodhana and company, they tried to kill him in a house of luck. И затем Дурьодана и его сообщники пытались убить их в доме, сделанного из шелка. They tried to burn them to death. И хотели их сжечь, чтобы они умерли. But again, they survived. Но и на этот раз они выжили. So Krishna always protects his devotee. Итак, Кришна всегда защищает своего преданного. There was another instance of Yudhisthira, who he kind of had an attraction for gambling. И еще был один случай с Юдхиштхирой, который был по-своему привязан к азартным играм. So Kuni and Duryodhana and Karna, they came up with this plan to gamble with Yudhisthira. Шакуни, Дурьодхана и Карна, они придумали план, и, чтобы вовлечь в азартную игру Юдхиштхиру. So they invited Yudhisthira over for an innocent game of gambling. И они пригласили Юдхиштхиру на кажущуюся довольно безобидную игру в кости. So Yudhisthira was not a very good gambler. А Юдхиштхира не был очень хорошим игроком. Good devotee, but he wasn't a good gambler. Он был хорошим преданным, но не очень хорошим игроком. And Kuni was very good. А Шакуни был хорошим игроком. So they practically lost everything. И они, пандавы, они практически все потеряли в этой игре. And he even gambled away his brothers. Они даже проиграли своих братьев. And he gambled away himself. И себя проиграли. And then he gambled away his wife, Draupadi. И также они проиграли свою жену Драупади. So now Kuru's very happy. И теперь Куру очень возрадовались. Because they were all attracted to Draupadi. Потому что всем им очень нравилась Драупади. So now they had gambled her away. А теперь пандавы проиграли ее. So Dushasana, he was instructed to pull her into the assembly. Душасану попросили привести Драупади в это собрание. And they were going to strip her naked. И он собирался раздеть ее. And she's such a chaste lady. Она такая благочестивая женщина. So she was appalled. You understand? Appalled? Anybody know the word appalled? She was very disturbed. И это привело ее в очень большое беспокойство. So she started to complain to all there were so many seniors there. There was Bhishma was there, and Dronacharya was there, and Dhritarashtra was there. И там были Бишма, Дроначарья, Дритарашта. Она обратилась к ним, ко всем с жалобой. So she was complaining, what is this? You're seniors, you're
elevated personalities, why are you allowing this injustice to take place? И она стала жаловаться, вы все старшие, вы знаете законы, почему вы позволяете такому беззаконию происходить? So there was some philosophical discussion. И там произошла своего рода философская беседа такая. Where she was asking, how could I be gambled away when he was already taken? Yudhishthira was already gambled himself away. So now how could he gamble me away because he's already gone? И Драупади спросила, как же он меня мог проиграть, если он уже проиграл перед этим самого себя. So they could not. И они не имели права ее отдавать. So then Duryodhana told Dushasana, just take her clothes off. И Дурьодана сказал Душасане, сними с нее одежду. So she started pulling on her sari. И он начал тянуть сари. So she's struggling to keep her sari on. И она пыталась удержать свою сари. But Dushasana is a kshatriya. Душасана он кшатрия. And she's a lady. Она всего лишь женщина. So she was trying to hold on. Она пыталась удержать свою сари. And she put up one hand and said, "Hey, Govinda." И одну руку вскинула, она и позвала, «Эй, Говинда!» But then she was still holding one hand on, still thinking that she could hold it on. Но другой рукой она по-прежнему удерживала свою сари. And then she put both hands up and said, "Hey, Govinda." Затем она вскинула вверх обе руки и позвала, «Эй, Говинда!» Completely dependent on Krishna. Полностью завися от Кришны. And this is the first time in history that Krishna incarnated as a sari. И это первый раз в истории, когда Кришна низошел в виде сари. Unlimited sari. Бесконечной длины сари. The Dushasana is pulling. Душасана тянул и тянул это сари. But there's no end. А конца ему не было. So finally he gave up. И в конце концов он оставил все свои попытки. And Draupadi was protected. И Драупади была спасена таким образом. So Krishna, he always protects his devotee. И Кришна, он всегда защищает своих преданных. And this is a symptom of a devotee. И это такой признак преданного, That they always depend on Krishna for protection. что всегда он зависит от Кришны, от его защиты. And Krishna, he was explaining to Uddhava in the Uddhava Gita that about the best security. И Кришна объясняет Уддаве, в Уддава-гите, о том, что является самой большой безопасностью. He says the best security is simply to realize that one is the soul within. Он говорит, что самая большая безопасность – это просто осознать, что вы являетесь душой внутри. Because nothing can destroy the soul. Потому что ничто не может разрушить душу. Nainam chindanti sastrani, nainam dehavi bhavaka, na chainam karim chako. The society marutaha, that the soul cannot be destroyed by any weapon. Душу невозможно разрушить ни при помощи какого оружия. Nor can it be moistened by water. Ни водой ее можно размочить. It cannot be burned by fire. Огонь не может сжечь ее. Nothing can destroy the soul. И ничто не способно разрушить душу. So if one realizes that I'm the soul, then nothing can harm. И если человек осознает, что он есть душа, ничто не сможет ему повредить. So this is one of the symptoms of surrender is to completely depend on Krishna or understand that Krishna will always protect me. И это один из признаков предания, понять, что Кришна всегда будет защищать меня. So Krishna, he also protects us by giving us transcendental knowledge. И Кришна также защищает нас, давая нам трансцендентное знание. And it's stated in the Vedas, Anukuyasya Sankalpam Pratikuyasya Bhakti Rakshishititi Vishvasam Goptrite Sarnamita. That these are the symptoms of one who surrendered to Krishna, that he accepts everything favorable for devotional service. Это один из признаков предания, что человек принимает все благоприятное для преданного служения. It's like there's so many activities that are favorable for devotional service.
Существует столько различных видов деятельности, которые благоприятны для преданного служения. But there's 5 that are most auspicious, that help us in our devotional service. Но 5 из них самые благоприятные, которые помогут нам в преданном служении. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shrana, Mathura Vas, Srimathura, Shradhaya Seva. And that is the first one, most important, Sadhu Sangha. И первый, самый важный принцип – это саду санга. Because by association with devotees, we remain strong. Потому что, общаясь с преданными, мы остаемся сильными. It's like if you have one matchstick. Very easy to break one matchstick. Как если у нас будет одна спичка, ее так легко сломать. But if you have 100, very difficult. Но если у нас будет сотня спичек вместе, их сломать очень трудно. It's probably impossible. Наверное, это даже невозможно. So, in the association of devotees, we remain strong in Krishna consciousness. Итак, в общении с преданными мы остаемся сильными в сознании Кришны. Satam prasangam mama virya sangvado bhavanti vidkara sahayam tajosanadas bhavargavar shradharvati mission. In the Srimad Bhagavatam it said that devotees of the Lord, they derive great happiness in the association of other devotees discussing the transcendental pastimes of Krishna. В Srimad Bhagavatam говорится, что преданные получают огромное удовольствие, слушая Srimad Bhagavatam в обществе друг друга. And this hearing about Krishna in the association of devotees is very pleasing to the ear and to the heart. И это слушание о Кришне в обществе преданных доставляет удовольствие как слуху, так и сердцу. And simply by this hearing about Krishna in the association of other devotees, one very quickly becomes liberated. И при помощи такого слушания в обществе преданных человек очень быстро освобождается. One gains great faith in Krishna. Он обретает очень сильную веру в Кришну. One gets a taste for Krishna consciousness. У него появляется вкус к сознанию Кришны. And ultimately, one develops love of God. И в конце концов человек развивает любовь к Богу. So association is very important. Таким образом, общение, оно очень важно. There's a saying in Brazil that you tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. В Бразилии говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Or also there's, probably have here, birds of a feather flock together. Еще есть одно выражение: птицы одного пера летают вместе. Yeah, that's saying here. We heard it. Есть такое? The first one we have exactly. Oh, you had that? Yeah. No? Okay. So, yeah, we have to associate with devotees. И мы должны общаться с преданными. We're social animals. Well, Right. actually, we're not. We're social personalities. Сначала сказали, мы общественные животные, так иногда выражаются. Он говорит, но это не так, мы общественные живые существа. So naturally, we want to associate with others. И мы всегда хотим общаться с другими. So, therefore, we have to associate with devotees. И поэтому нам следует общаться с преданными. But we also want to help the conditioned souls. Но мы также хотим помочь обусловленным душам. So we give them our association. Поэтому мы даем им наше общение. And we try to give them Prabhupada's association. И мы пытаемся дать им общение с Прабхупадой. Because they can also become devotees. И тогда они тоже смогут стать преданными. Just like previously, we weren't practicing Krishna consciousness. Так же, как мы прежде тоже не практиковали сознание Кришны. But now we are due to the association of devotees. Но теперь, благодаря общению с преданными, мы практикуем. And mainly, Srila Prabhupada. И в основном мы общаемся со Шрилой Прабхупадой. So, Srila Prabhupada, he wanted that our association of devotees increase. Шрила Прабхупада хотел, чтобы это общение с преданными разрасталось.
there was one Mataji, she had a dream. Одна Матаджи, ей приснился сон. And Prabhupada was living in the temple where this Mataji was staying also. Прабхупада в то время жил в храме, где жила эта Матаджи. He was visiting. Он приехал в гости. So after the class, she went to Prabhupada and she said, Prabhupada, I had a wonderful dream last night. После лекции она пришла к Прабхупаде и сказала: я видела прошлой ночью удивительный сон. She said, I dreamed that everybody in the world was chanting Hare Krishna. Мне приснилось, что все в мире повторяли Харе Кришна. And Prabhupada's eyes became wide. He said, oh, that's a very nice dream. Глаза Прабхупады широко раскрылись, и он сказал: о, это очень прекрасный сон. And that is my desire. И таково мое желание. So a devotee is paradukha-dukhi. When he sees others suffering, then he gives pain. Преданный, он парадукха-дукхи. Когда он видит, как страдают другие, он испытывает боль. And when he sees others happy in Krishna consciousness, it gives pleasure. И когда он видит других счастливыми в сознании Кришны, он испытывает большое удовольствие. The Srimad Bhagavatam says that the highest religious principle is to want to see everybody happy in Krishna consciousness. В Srimad Bhagavatam говорится, что высшим религиозным принципом является желание видеть всех других счастливыми в сознании Кришны. So we should want to see others happily engaged in Krishna consciousness. И мы должны хотеть видеть других счастливо занимающимися в служении Кришне. So sadhu sangha nam kirtan, chanting the holy name of Krishna. Второй принцип – это повторение святых имен Кришны. This is the process in this age for purification. Это процесс для этого века, процесс для очищения. And it's described that there's 3 stages of chanting. И описывается, что существует 3 стадии повторения святого имени. There's the offensive stage. Стадия оскорблений. There's the clearing stage. Стадия очищения. And there's the pure stage. И стадия чистого воспевания. So now, I guess I should only speak for myself. We're in the offensive stage. Сейчас мы, может быть, находимся на уровне оскорбительного воспевания. And we're trying to become free of offenses. И мы пытаемся освободиться от этих оскорблений. And by this chanting, then eventually we'll come to this clearing stage. There's no sinful desire. Продолжая воспевать, мы придем к такому уровню, когда мы будем воспевать чисто, без материальных желаний. There's a sentence in one purport of the Bhagavad Gita. Prabhupada, he says that devotees of the Lord, they have 100%, they have complete faith in Krishna because they're completely free of all sin. В одном из комментариев в Бхагавад-гите Прабхупада говорит, что преданные обладают... The devotees of the Lord have complete faith in Krishna. Преданные Господа обладают полной верой в Кришну. Because they're free of all sin. Потому что они свободны от всех грехов. So this is a major obstacle to our advancement in spiritual life, is sinful desire. И греховные желания являются основным препятствием на пути нашего духовного продвижения. So there's pure desire and there's sinful desire. Существуют желания чистые и греховные желания. So this process of Krishna consciousness is meant to cleanse us of all this material desires. И процесс преданного служения предназначен для того, чтобы очистить нас от всех материальных желаний. And fill us with the desire to please Krishna. И наполнить нас желанием доставить удовольствие Кришне. So Srila Prabhupada, he had this strong desire to get everyone to chant the holy name. И Шрила Прабхупада, он обладал очень сильным желанием привлечь всех к повторению святых имен.
he wanted Krishna to be known. Он хотел, чтобы Кришна стал известен всем. He said one time, he said, my desire is that the name of Krishna become a household word. Он сказал однажды, что мое желание, чтобы имя Кришны вошло в обиход каждой семьи. So this actually has happened. И это вообще-то уже и произошло. There was one instance of one GBC member, Bhagavatam Prabhu. He was in his home. Был такой случай, один преданный Бхагавата Прабху, он находился у себя дома. And he has some children. У него были дети. So he was having dinner, and his little daughter runs into the dining room, and she says, Pita, Bugs Bunny is chanting Hare Krishna. Bugs Bunny. You guys don't know Bugs Bunny? You know Bugs Bunny, right? Some know. Да, и вот, когда они все обедали, дочка Бхагаванты Прабху забежала в комнату, где они кушали, и закричала: Bugs Bunny, это герой одного мультфильма, он повторяет Харе Кришна. Bugs Bunny is a very famous cartoon character. Bugs Bunny, он очень знаменитый такой юмористический, да, персонаж? Мультипликационный. Every Saturday morning there's millions of children watching Bugs Bunny. По утрам в субботу миллионы детей смотрят эти мультфильмы о Bugs Bunny. So Bhagavata couldn't believe it, so he ran into the living room. He saw Bugs Bunny chanting Hare Krishna. Бхагавата Прабху не мог себе поверить, он побежал в гостиную, посмотрел телевизор, увидел, что да, Bugs Bunny повторяет Харе Кришна. So he was rowing a boat, saying Hare Krishna. Он сидел в лодке, греб веслами и пел Харе Кришна. Millions of children all over America heard Hare Krishna. И таким образом миллионы детей в Америке услышали Харе Кришна. So Prabhupada, he never hid Krishna. He always wanted Krishna to be up front. Прабхупада, он никогда не прятал Кришну, он всегда хотел, чтобы Кришна был на виду. Many other swamis also went to the west and they would preach. Многие другие с вами приезжали на Запад и старались проповедовать. But they knew something about Krishna, but they would always hide Krishna. Они знали кое-что о Кришне, но они всегда скрывали его. But Prabhupada, he never hid Krishna. Но Прабхупада никогда не прятал Кришну. International Society for Krishna Consciousness. Международное общество сознания Кришны. One devotee suggested to Prabhupada, maybe we should call it International Society for God Consciousness. Один преданный предложил Прабхупаде, может быть, нам лучше назвать наше общество Международное общество сознания Бога. And Prabhupada said, no, we want it to be very clear, Krishna is God. Прабхупада сказал, нет, мы хотим сделать это очень ясным и понятным, что Кришна – это Бог. So, but there is one time that Prabhupada hid Krishna. Но был один случай, когда Прабхупада захотел скрыть Кришну. And this was in about 1971. Это было где-то в 1971 году. When Prabhupada, he went back to India from America to spread Krishna consciousness throughout India. Когда Прабхупада вернулся обратно в Индию, чтобы там развивать сознание Кришны. So he invited 30 of his Western devotees also to India to help him spread ISKCON around India. И он пригласил с Запада 30 своих учеников, чтобы помочь ему распространять сознание Кришны в Индии. His dancing white elephants. Своих танцующих белых слонов. So they went to Bombay. Они приехали в Бомбей. And Prabhupada was staying in a very, very wealthy man's home. И Прабхупада остановился в доме очень богатого человека.
And 3 of the devotees that went there was a family, a husband, wife, and a little child, a little girl. И 3 хозяев дома, это были сам хозяин, его жена и маленькая девочка. And the little girl's name was Saraswati. Это 3 преданных, которые с ним поселились в этом доме. Это была, и девочку звали Сарасвати. And the mother and father was Shyamasundar and Malati. А родители звали Шьямасундара и Малати. So, the host of this family, they were staying, he very much liked this little girl, Saraswati. She was about 4 years old, 3 or 4. Хозяину дома очень понравилась эта маленькая девочка Сарасвати, которой в то время было, может быть, 3 или 4 года. So he wanted to give her a little present. И он хотел ей что-нибудь подарить. So he gave her a solid silver murti of Krishna. Он подарил ей мурти серебряное Кришны. And little Saraswati was very happy. Маленькая Сарасвати была очень счастлива. So she put the murti down and she was playing in the house. Она поставила эту мурти и стала играть в доме. So Prabhupada told this host, he said, actually this murti that you gave her, it's too expensive for a little girl. She'll probably lose it somewhere. Maybe you should give her some murti that's a little less expensive. Прабхупада сказал человеку, который подарил это мурти Сарасвати, это слишком дорогой подарок для такой маленькой девочки. Может быть, ты можешь подарить ей более дешевую мурти, потому что этот серебряный Кришна, он был из цельного серебра. And so the host agreed, and he found another murti, same size, and also very attractive. И хозяин, он согласился и нашел другое мурти, тоже, которое было очень красивое. So then after some time, little Saraswati, she came back into the room. И через какое-то время маленькая Сарасвати вернулась в эту комнату. And she went to where she put her murti, but it wasn't there. И она пошла туда, где она оставила мурти, но мурти там не было. So she said, "Where's Krishna?" Она спросила, где Кришна? Where is Krishna? Где Кришна? And Prabhupada caught her mood immediately. And Prabhupada said, maybe he's behind the pot. Прабхупада сейчас же тут же откликнулся на ее настроение и сказал, может быть, он там прячется за горшком. So she went running behind the pot. Она побежала посмотреть за горшком. No Krishna. Кришны нет. So Prabhupada said, maybe he's in the kitchen. Прабхупада сказал, может быть, он в кухне. So she ran into the kitchen. Она побежала в кухню. Looking all over, no Krishna. Поискала везде, нет Кришны. And he said, Prabhupada said, maybe he's in the other room, the bedroom. Прабхупада сказал, может быть, он в той комнате, в спальне. So she ran into the bedroom, looking all over for Krishna. Она побежала в ту комнату и стала там везде искать. No Krishna. Кришны нет. So Prabhupada started chanting a verse. Hey Radhe Rajadevike Chalalite Hey Nandasunu Kuta Gosantabno Shri Govardhana Kapapada Bhatave Kalandivanye Kuta Gosanta Vati Sarvato Vatapare Kedar Mahavi Below Vande Rupa Sanatana Ravi Go Shri Gopal Go. That the 6 Goswamis of Vrindavan, they were going around Vrindavan, they were crying out, O son of Maharaj Nanda Krishna. Этот стих, тогда Шрила Прабхупада стал петь эти стихи из Шадгосвами, да, вот, которые пропел Прабху, и «О, Кришна, сын Нанды Махараджа, где ты?» O Radharani, daughter of King Vrishabhanu, where are you? «О, Радharani, дочь царя Вришабхану, где ты?» Are you on Govardhan Hill or are you under the Kapavrikshas trees on the banks of the Jamuna? Находитесь ли вы на горе Гувардхан или под деревьями Калпа-Врикши на берегу Ямуны? So this is the mood of Saraswati, she's looking everywhere for Krishna. Таким было настроение Сарасвати, которая повсюду искала Кришну. So then now little Saraswati, she's almost in tears, you know. Where's Krishna? И вот уже маленькая Сарасвати почти готова расплакаться. Где же Кришна? So then one devotee said to Saraswati, Saraswati, who has Krishna? И тогда один преданный спросил Сарасвати, Сарасвати, а у кого есть Кришна? And then it dawned on her, Prabhupada has Krishna.
И она сказала, у Прабхупады есть Кришна. So she ran to Prabhupada, she paid obeisances to Prabhupada. Она побежала к Прабхупаде и поклонилась ему. She said, Prabhupada, you have Krishna? И она спросила, Прабхупада, у тебя есть Кришна? Yes, I have Krishna. Да, у меня есть Кришна. So he gave her this other murti. И он дал ей это второе мурти. And she was very happy. И она очень обрадовалась. So this is the one time that Prabhupada hid Krishna. Это единственный раз, когда Прабхупада спрятал Кришну. But it increased everybody's devotion for Krishna. Но этот случай увеличил даже стремление всех к Кришне. So this is Prabhupada. When he hides Krishna, it increases everybody's devotion. И когда Прабхупада прячет Кришну, то это только увеличивает преданность каждого Кришне. And all the devotees were amazed to see Prabhupada bring out with so much devotion from this little girl. Преданные все были поражены, увидев, как Прабхупада сумел пробудить такое чувство преданности в этой маленькой девочке. So this is the nature of a pure devotee, that he wants to bring out this devotion to Krishna. Такова природа преданного, он всегда хочет пробудить в других эту преданность Кришне. And this devotion for Krishna is actually there in the hearts of all living entities. А преданность Кришне находится уже в сердце всех живых существ. It's just like within wood there is fire, but it just has to be ignited. Как огонь, он всегда уже присутствует в дереве, его только нужно разжечь. So love of Krishna is in the hearts of everyone, it just has to be ignited. И там же любовь к Кришне, она находится в сердце каждого, только ее следует разжечь. Prabhupada, he used to give the example of fanning the spark. Прабхупада приводил пример, как раздуть искру. And so he gave the example of a spark. If a spark goes into water, then immediately goes out. Прабхупада приводил пример с искрой. Если искра упадет в воду, она сейчас же погаснет. And if a spark goes on to cement, then it stays for some time, then it goes out. А если искра попадет на цемент, какое-то время еще она будет гореть, но потом тоже загаснет. And if the spark goes into dry grass, then immediately the fire comes out. А если искра упадет на сухую траву, то сейчас же разгорится огонь. So this example of the grass immediately igniting, going on fire, is compared to someone who hears about Krishna and immediately is attracted. И этот пример с легко сгорающейся сухой травой приводится для того, чтобы сравнить с тем, как если человек только слышит о Кришне, то сразу же в нем пробуждается преданность. So this is the mode of goodness. People in the mode of goodness, they can accept very easily. Люди в гоне благости, они обычно легко могут воспринять это. And the mode of passion is that the spark is on the cement and it gradually goes out. А гуна страсти, она подобна тому, как искра попадает на цемент. Она какое-то время горит, а потом гаснет. There might be a little bit of interest, but then the interest fades away. Какой-то интерес пробуждается ненадолго, но затем он пропадает. And the example of the spark going into water is compared to just mode of ignorance. Can't understand anything. А пример того, как искра попадает в воду, сравнивается с гуной невежества, потому что там нет никакого интереса. So there's some people that immediately accept. Некоторые люди, они принимают сразу же. So Prabhupada, he wanted us to go out and try to help these people. Прабхупада хотел, чтобы мы выходили и старались помочь этим людям. Therefore it's called a movement. Поэтому это называется движение. If we're not going out and trying to help people also take to Krishna consciousness, then it's not really a movement. Если мы не стараемся выходить и помогать людям стать знающими Кришну, то это не будет движением. It can become stagnant. Это будет чем-то таким застывшим.
So this is the nature of the spiritual energy, always to increase. А природа, духовная природа такова, что она постоянно увеличивается. And the Pandavas here, actually, they were very much, they were very Krishna conscious. И пандавы здесь описываются очень сознающими Кришну. Yudhishthira was especially a great Vaishnava. И Юдхиштхира в особенности был очень серьезным, преданным. It's described that Yudhishthira was such a great devotee. He was so moral that he never told a lie. И говорится, что Юдхиштхира был таким великим преданным и обладал такими высокими моральными принципами, что никогда не лгал. So there was a point during the battle that this Dronacharya, he was fighting so powerfully that he was just like wiping out the Yadus. И во время битвы на Курукшетре в один момент Дроначарья, он так мощно сражался, что всех как бы сметал на своем пути. So Krishna told Yudhishthira, you tell Dronacharya that his son Ashwatthama is dead. И Кришна сказал Юдхиштхире, ты должен сказать Дроначарье, что его сын Ашватthama погиб. But Ashwatthama wasn't dead. Но Ашватthама был жив. So Yudhishthira, he hesitated. И Юдхиштхира, он стал сомневаться. So because he hesitated, his chariot, which was previously not touching the ground, crashed to the ground. И потому что он сомневался, его колесница, которая обычно летела над землей, она как бы опустилась на землю. So then Yudhishthira, he kind of compromised. So he went to Dronacharya and he said to Dronacharya, he said, Ashwatthama is dead. И тогда Юдхиштхира пошел на компромисс. Он пошел к Дроначарье и сказал, Ашватthama, он мертв. Да, слон. Слон он сказал тихо, потому что был один слон по имени Ашватthama. Because there was an elephant that was killed, his name was Ashwatthama. Потому что на самом деле один слон, которого звали Ашватthama, он был убит. So it's true. То есть он сказал правду. But he, although he's a great Vaishnava, he was a little bit too attached to being truthful. И хотя он был великим вайшнавом, он немножко чрезмерно был привязан к тому, чтобы быть правдивым. Now someone might say, what kind of a God is this? You know, here we have a moral person, a very honest person, and God is telling him to lie. И мы можем сказать, что это за Бог, который хочет убедить, солгать человека, который обладает очень высокими нравственными принципами. But there is also absolute morality. Но существует также абсолютная мораль, нравственность. And that is, whatever Krishna desires, that is moral. Она заключается в том, что чего бы ни пожелал Кришна, является наиболее нравственным. Because why did Krishna want him to lie? Because if he didn't lie, then so many people on the right side, the moral side, would be killed. Почему Кришна хотел, чтобы Юдхиштхира солгал? Потому что если бы он не солгал, то столько людей, которые сражались за правое дело, погибло бы. So whatever Krishna wants is absolutely perfect. Поэтому, чего бы ни пожелал Кришна, оно абсолютно совершенно. So this is the nature of Krishna. Такова природа Кришны. So any questions or comments? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Мы можем думать, что это Кришна, но на самом деле это не Кришна, ошибка. Мы можем ошибаться. Как не ошибаться? Думать, что это Кришна, от Кришны идет, а это не Кришна. Sometimes we might see that it is Krishna manifesting himself, but might be that it is not Krishna. How we can know? Is it Krishna manifesting himself? Can you give an example?
Пример можете привести? Because everything is Krishna. На самом деле все Кришна. But there's the external energy and there's the internal energy. Но Кришна обладает внешней энергией и внутренней энергией. Just like there was one person who said he himself is Krishna. Как один человек, он сказал, что сам он Кришна. When Krishna was on the planet. Когда еще Кришна сам присутствовал на этой планете. He wrote a letter to Krishna that you're an imposter, I am the real Krishna, and I challenge you. Он написал письмо Кришне: ты самозванец, ты не Кришна, я настоящий Кришна, я бросаю тебе вызов. Anybody remember his name? Паундрак. Paundraka. Его звали Паундрак. And he even had false arms glued on. У него даже еще были две приставных руки. 4 arms, and he had a peacock feather. Приклеенные, перышко павлинье. He had a Kaustuba gem. У него был камень Каустуба. He put some blue paint on him. Он себя красил голубой краской. So he really tried. Он старался как мог. And he said, he told Krishna, you have to give up your false, symbols. И он сказал Кришне: ты должен выбросить все свои эти, Disc, flower, conch. да, свой диск, лотос и раковину ты должен выбросить, они не настоящие. So Krishna read this to all the assembly. Everybody had a good laugh. И Кришна прочитал его письмо всем собравшимся, и все начали очень смеяться. So Krishna wrote back, he said, yeah, I'll give up my symbols. И Кришна написал ему в ответ: хорошо, я выброшу все эти ненастоящие свои символы. So Krishna accepted the challenge. Кришна принял его вызов. And he gave up his symbol, the Sudarshan chakra, to cut off the head. И он выпустил свою, выбросил свою Сударшана чакру, которая отрубила ему голову. So this Paundraka, he had many followers. А у Паунdraки было много последователей. People thought he was Krishna. Люди думали, что он Кришна. And there's so many people now that think they're God. И многие люди сейчас тоже думают, что они Бог. There's one guy called Sly Baba. Один человек есть, которого зовут Свай Баба. In India, so many people are following, millions of people. И в Индии миллион людей следуют ему. He just produces some gold or some ashes, and people think, oh, he's God. Он может создать немножко золота или еще чего-нибудь, и люди думают: о, он Бог. Prabhupada used to say that in so many countries they're doing export business. И Прабхупада рассказывал, что многие страны, они занимаются экспортом. India also does export. Индия тоже экспортирует. Every couple months another god is being exported. Каждый месяц она экспортирует еще одного бога. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said this world is made up of the cheaters and the cheated. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что этот мир состоит из обманщиков и обманутых. I remember I was distributing books one time, and I approached one person and I asked him, so what kind of work do you do? Однажды я распространял книги и остановил одного человека и спросил его: где ты работаешь? And he said, well, I'm God. Он сказал: о, я Бог. I said, well, that's a pretty big occupation. Я сказал: это, наверное, очень трудная работа. And I said, well, one of these symptoms of God is that, or characteristics of God, is that He knows everything. Can you tell me what I'm thinking? И я тогда сказал ему: одним из признаков Бога является то, что Он знает все. Не можешь ли ты сказать, о чем я думаю? He said, yes, you think that I am a rascal. Он сказал: да, ты думаешь, что я негодяй. I said, that's pretty good, you're right. Я сказал: да, здорово, ты прав.
But I was also thinking of a number. Can you tell me that? Ну, я тогда загадал число и спросил, не можешь ли ты мне назвать это число? He said no. Он сказал, нет. So these people are just cheaters. Эти люди просто обманщики. So Krishna is actually God. Кришна является Богом в действительности. It's not that you become God. It's not that one becomes God. Да, это не так, что кто-то может стать Богом. It's like Krishna, he killed this huge demon, Putana. He was only, what, 3 months old? Кришна убил демоницу Путану, когда ему было всего 3 месяца. And he killed Trinavarta, so many demons he killed just as a child. И он убил Тринаварту и других демонов, хотя он был всего лишь маленьким ребенком. And one time, the boys, the friends of Krishna, they complained to Mother Yasoda, Krishna is eating dirt. И однажды мальчики, друзья Кришне, пожаловались матушке Яшоде, Кришна ест грязь. So Mother Yasoda came to punish him. Krishna, you're eating dirt. This is nonsense. What are you doing? Матушка Яшода захотела наказать его, сказала, Кришна, зачем ты кушаешь грязь? And he said, no, I'm not eating dirt. They're just angry at me, so they're making these things up. А Кришна сказал, нет, я не ел грязь, они просто рассердились на меня и все придумывают. So Yasoda said, let me see, let me look in your mouth. Яшода сказала, ну-ка посмотрим, открывай вот. She looked in his mouth, and she saw the whole universe. Она заглянула в рот и увидела там всю вселенную. And she even saw herself. И себя даже она там увидела. Pretty amazing. Удивительно. So you look into the mouth of all these false gods, and you're just going to see a lot of bad breath and saliva. А если вы заглянете в рот ко всем этим ложным богам, вы только почувствуете дурной запах оттуда и слюну увидите там. So, there's nobody can compare to Krishna. Никто не может сравниться с Кришной. Did you figure out the question a little bit better? Did that answer a little bit? I mean, I didn't really get the question. Я не совсем понял, в чем заключался вопрос, может получше сформулировать. Ну, правильно, да. То есть правильно, как стараться правильно действовать. То, что хочет Кришна. Думать, что это Кришна хочет, но ошибаться. How we can properly understand how to act according to Krishna's desire. It is really Krishna's desire to do something. Therefore, we have the Vedic literatures. Для этого у нас есть ведическая литература. We have the gurus and their sadhu, guru, shastra, and sadhu. У нас есть гуру, шастра и саду. This is how we're guided. Это то, как нас ведут. Either we accept the guru, shastra, and sadhu, or we accept our mind. Или мы примем гуру, шастру и саду, или мы примем руководство нашего ума. So this is our great fortune to have such guides. Поэтому для нас это большая удача, что у нас есть такие водители. Prabhupada said, everything is in my books. Прабхупада сказал, в моих книгах есть все. So, thank you very much. Srila Prabhupada.